Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Дмитрий, и вы на канале Дмитриев Сад. Сегодня у нас опять рубрика «Вопрос-ответ», и я отвечу на самые актуальные и интересные вопросы от зрителей. Я их сегодня даже записал в тетрадочку, чтобы не потерять. Итак, начнем. Первый вопрос у нас про ранневесеннюю обработку сада. Как раз таки актуальная тема, совсем скоро будем приступать к обработкам. Итак, вопрос. Дмитрий, делаете ли вы обработку профилактином весной, и как сочетать такую обработку с обработкой бордоской жидкостью? Значит, профилактин и еще есть такой препарат 30+, это препараты на основе масел. И вот эти препараты нацелены на борьбу с различными насекомыми-вредителями и клещами. Когда мы наносим вот этот раствор на побеги растений, на ветви, образуется такая жирная пленка, и те вредители, которые на ветвях где-то в зазорах коры зимуют, они задыхаются, не хватает им кислорода, и они погибают. Ну и, конечно же, какие-то инсектицидные свойства вот эти препараты имеют. Но как же сочетать с бордоской жидкостью? Дело в том, что если ранней весной, вот до распускания почек, сделать обработку вот таким препаратом, например, профилактин, образуется вот эта жирная пленка, и затем бордоская жидкость очень плохо ложится на ветви. Поэтому все-таки я бы делал немножко по-другому. Вначале делается обрезка плодового сада, естественно. Затем после обрезки появляется очень много ран. Всякие спилы, срезы, где-то морозобоины зачистили, раны всякие. И, конечно же, вот это все нужно обеззаразить. Поэтому делаем вначале обработку 3% бордоской жидкостью, а уже затем на эту бордоскую жидкость наверх можно сделать обработку профилактином либо препаратом 30+. Вот. Так будет надежнее. Потому что бордоская затем вот на это масло не ложится, вот, и не держится. Вот такая обработочка. Что касается еще бордоской жидкости, хочу сказать вот здесь, в этом вопросе-ответе. Сейчас очень популярно среди блогеров стало хейтить бордоскую жидкость, что, мол, идет загрязнение медью, что медь там чуть ли не накапливается там где-то что-то и вредит здоровью. Но это абсолютная бредятина, которая не соответствует действительности. Если вы даже будете свой сад плодовый из года в год, один раз в год обрабатывать бордоской жидкостью, в таких дозировках никакого накопления в почве нигде не будет. Это не те дозы, это не килограммы меди, которые вносятся в почву. Все это мелочь, никакой угрозы нету. Тем более медь – это контактный фунгицид, и никак он в урожай не накапливается, не попадает. Поэтому не верьте вот этим глупым рассуждениям про вред меди. Медь и медь содержащие препараты разрешены даже в экологическом земледелии, допускается их применение. Поэтому я на своем участке использую в обязательном порядке бордоскую жидкость. Лучше нее не придумали ничего. Обработка бордоской жидкостью помогает решить очень-очень много проблем. Порой даже одна вот такая ранневесенняя обработка избавит вас от болячек на весь сезон. Следующий вопрос. Обеззараживает ли грунт хлорелла? Значит, сейчас есть множество препаратов на основе хлореллы. Хлорелла действительно может слегка обеззараживать грунт, улучшать затем питание растений. Очень хорошо активизируется почвенная микрофлора после внесения хлореллы. Очень хорошо работают грибы, различные бактерии. Но хлорелла в полной мере грунт не обеззаразит. Она не такая эффективная, например, как та же триходерма. Лучше всего из всех биопрепаратов, микроорганизмов обеззараживает грунт для рассады триходерма, потому что для триходермы это естественная среда. Вот этот грунт, где много растительных остатков, всяких каких-то древесные остатки, может быть, попадаются. Вот это для нее среда обитания, естественная. А для хлореллы, ну, конечно же, грунт – это не та среда обитания. Хлорелла живет в воде. Дальше, третий вопросик. Можно ли сыпать удобрение по снегу?
Значит, опять же, есть такие рекомендации вносить удобрения по снегу. На самом деле, удобрения по снегу можно сыпать, но есть одно условие, когда снег практически полностью растаял. Это ближе к весне, когда есть небольшой вот еще слой снега, и он талый. Когда вот эти талые воды впитываются, вот тогда можно вносить удобрения. И то большого смысла я не вижу от внесения таких удобрений, потому что много будет вымываться в более низкие слоя почвы, либо вообще с грунтовыми водами куда-то в реку стекать. Если же брать зиму, вот как сейчас у нас, зима, морозная, сугробы в пояс, ну, абсолютно никакого смысла вносить удобрения по сугробам нет. Это бесполезная трата денег, а еще и загрязнение грунтовых вод. Поэтому лучше дождитесь тепла. Если уже хотите такую раннюю подкормочку сделать, например, там клубнику подкормить, чеснок подкормить, тогда лучше всего вносить по только оттаившей почве. Когда она еще такая болотистая, вот прям грязюка-грязюка, вот тогда можно внести. Все это впитается в почву, да, и растения начнут вот эти удобрения, элементы питания потреблять. Но по снегу лучше не нужно. Можно ли добавлять препараты сенной палочки в раствор с минеральными удобрениями для профилактической обработки от заболеваний и внекорневой подкормки? То есть совмещать внекорневую подкормку и обработку. Да, на самом деле можно. Например, вот если сенная палочка в таком жидком виде, да, в сухом виде надо еще разводить, а вот это не нужно. Значит, как мы это делаем? Допустим, вам нужно подкормить по листу какую-то культуру азотным удобрением. Как правило, на ведро воды всегда хватает спичечного коробка этого удобрения, да, растворяем в 10 литрах воды вот это удобрение азотное, берем 100 мл вот такой сенной палочки Profit, в это же ведро добавляем, размешиваем и приступаем к обработке. Для сенной палочки это нормально. Вот, смешивать можно и с различными химическими, кстати, препаратами, с многими химическими препаратами, а с удобрениями тем более. Поэтому нет проблемы, можно спокойно смешивать. Следующий вопрос про рассаду. Уже, видимо, кто-то посеял рассаду, может быть, цветы, может, уже какие-то ранние овощные культуры. И, значит, вопрос такой. Появилась плесень на поверхности грунта, в котором растет рассада. Как бороться? Значит, если вы заметили, что у вас плесень на поверхности грунта, это говорит о том, что у вас грунт был не обеззаражен, либо плохого качества, если вы его в магазине купили, был излишний полив, возможно, либо в почве много каких-то непереработанных еще растительных остатков. Но во всяком случае, в хорошем субстрате, если вы его покупали, никакой плесени быть не должно. Значит, что делаем по факту, если уже плесень эта появилась? Во-первых, сокращаем полив, почва не должна быть переувлажненной, и сверху припудриваем поверхность почвы древесной золой, либо мелом. Если нет вот этих материалов под рукой, можете древесным толченым углем немножко припорошить. Слегка, не нужно много сыпать, чуть-чуть припудрили поверхность, создается щелочная среда и плесень исчезает. Вот самый такой простой и надежный способ борьбы с плесенью. Ну вот мы и разобрали вопросы. Если у вас есть, опять же, что-то интересное, актуальное, пишите в комментариях, и я буду отвечать в следующих выпусках. На этом все. Спасибо за лайки и подписку. До новых встреч.